Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на канале CryptoStudents. Сегодня у нас понедельник, да, новая рабочая неделя. Что случилось у нас с рынком, да, что у нас ждет, давайте посмотрим. Биткоин у нас на прошлой неделе, да, дошел до 63 тысяч долларов практически, да, на фьючах доходили практически до 64 тысяч долларов. И сегодня как раз таки произошел слив, да, и быстрый откуп с уровня 59 тысяч долларов. На эфире мы там доходили до 3600, о нем чуть-чуть попозже. То есть у нас сейчас формируется потенциальная двойная вершина, да, ну и недалеко, так скажем, мы находимся от хая, и пока, я считаю, пока мы находимся выше 59 тысяч долларов, да, это все-таки сохраняется больше лонг сценарий, потому что мы протестировали данную поддержку, да, которую не могли пробить, пробили, протестировали и направились вверх. Сейчас, по сути, идет откат. Я думаю, мы можем еще, возможно, сходим сюда, да, и по дивергенцию уже можем провалиться куда дальше. Но сейчас мне больше интересны альткоины, потому что они хорошо откорректировались. Ну и давайте перед тем, как смотреть альткоины, да, посмотрим доминацию. Доминация у нас формировала восходящий такой вот канал, да, мы уже торгуемся в середине канала, да, и направляемся в такой вот восходящий клин плюс образование тройной дивергенции, да, дает нам, так скажем, шанс того, что мы можем еще пойти на откат. Но если посмотреть, то такой хороший, конечно, восходящий канал с целями, как я и говорил ранее, это вот уход на 50%, да, если мы уйдем на 50%, то там уже, мы уже, возможно, уйдем на 55%, да, и тогда мы, возможно, даже увидим биткоин порядка там 70 тысяч долларов, да, либо же довольно-таки сильный слив, да, и альты в первую очередь. То есть наблюдаем, да, при пробое ниже, так скажем, 46%, да, может как раз настать хорошее время для альткоина. Так что наблюдайте, друзья, за доминацией, да, смотрите, если мы пойдем на пробой вниз, то нижняя теперь зона поддержки, да, это где-то в районе 44-43%. Что касается эфира. Эфир, кстати, поздравляю, да, с прошлым, как раз за неделю, да, мы забрали все цели по эфиру, брали по 34.60, в обзоре там была цена 34.90, 34.80, но, тем не менее, больше 10%. И сейчас вот эфир у нас находится на зоне поддержки, то есть, если мы откупаемся от зоны поддержки, да, то мы идем выше. Я думаю, мы идем на обновление high, если мы сможем удержать 3600, то есть 3600, если удержим, да, то сейчас, по сути, мы ретестим линию шеи, погиба и идем, так скажем, дальше вверх. Либо же мы идем вниз, то есть это где-то сюда на 3300 и так далее. Но я буду, так скажем, шортить эфир только если мы пробьем 3600, протестируем, да, и уйдем ниже, только в данном случае. Если же такого не будет, да, то смысла, я думаю, шортить эфир пока нет, потому что он направлен так-то очень-то хорошо. Что касается других альткоинов, BNB. BNB также отрабатывает свой погиб, тоже ходил, так скажем, на дневке на дневное облако, зону поддержки, да, она находилась в районе 400, вот, он сходил на 420 и быстро тоже откупился. То есть, если так смотреть, да, то при флете биткоина мы можем наблюдать такой вот хороший отскок по альтам. То есть у всех был, грубо говоря, ну, с эфиром, да, BNB, да, у них был ретест как раз-таки линии шеи, головы с плечами. Что касается ада, вот единственное, конечно, ада не больно мне нравится, да, рисуется все-таки у нас вымпел, пытается пробиться вниз, если пробьется, то, конечно, пойдет в зону там где-то в районе 1,6 долларов, возможно, ретест данной линии, да, и уже отсюда где-то мы отскочим наверх. Но, тем не менее, ада пока выглядит, конечно, слабовато. Возможно, конечно, мы сходим на обновление вот этого вот лоя, да, и будет тут сформирован дракон, с которого мы отскочим. Но я как раз таки буду ждать какое-то формирование сетапа, да, чтобы брать аду. Пока она выглядит, мне кажется, из топа, да, слабее всего. XRP. XRP мы пробили флаг, да, сходили выше, но опять-таки идем на нижнюю границу. Вот как раз таки сходили в зону бакса, да, и тоже откупились. Если кто брал, друзья, фиксируйтесь, потому что направляется он все-таки, я думаю, снова на бакс. Будет тест, так скажем, вот этой вот поддержки. Если мы от нее не отскочим, то, конечно, пойдем куда ниже. Обрадовал больше всех, конечно, у нас сейчас пока на сегодняшний день это Dogecoin. Как я и говорил, то есть формирование перевернутой головы с плечами дает о себе знать. То есть вот мы пробиваем линию шеи, как только мы закрепляемся за ней, да, мы идем выше, вот где-то в район, наверное, 0,3. То есть сейчас мы торгуемся на уровне 0,5, 0,25. Вот, нижняя поддержка у нас находится на уровне вот как раз таки здесь. Если мне не изменяет память, как раз таки
в прошлом обзоре он был где-то в районе 0.23. Стоп, конечно, был далекий, но уже сейчас, если кто брал, да, можете фиксануть частично первый тейк, ну или промежуточный, да, и перекинуть стоп без убыток. Дот у нас все-таки, да, очень хорошо пробился. Не успел его взять, он прям на обзоре улетел. Вот, с уровня 35, да, сломал зону сопротивления очень хорошо и ушел наверх. То есть сейчас, на самом деле, на 4 часах есть формирование потенциальной головы с плечами, да, но для этого нужно нам пробивать как раз таки уровень 39 баксов. Если мы его пробьем, то сходим вот на ретест район 36, вот где-то там я бы хотел, конечно, подобрать дот, да, я как раз таки поставлю туда алерт. Так, идем дальше. 1 инч. 1 инч у нас тоже, также у нас есть выход из головы с плечами, также сейчас у нас происходит тест линии шеи. Видите, ребята, у всех, по сути, тест линии шеи. Если мы удерживаем по всем им, так скажем, ретест, да, то уходим выше. Если брать инч, да, если вы его держите, то стоп бы я рекомендовал за зону поддержки где-то в район 2.8. То есть, но это надо было, конечно, брать где-то в районе 3. Я подожду пока откат. Если будет откат в район 3 баксов, да, я посмотрю на покупку с коротким стопом за 2.8 там, потому что уже будет стоп поинтересней, покороче. Вот, в принципе, можно будет откупить даже на споте. Сол вышел из флага, да, была небольшая отработка, но эта отработка, грубо говоря, являлась ретестом пробитой трендовой, который мы ретестнули. То есть, если мы сейчас не уходим вверх, да, по солу, вот так, да, то мы, конечно же, пойдем вниз туда. Но так потенциально, конечно, похоже на чашку с ручкой. Но, да, вот здесь больше на погиб, да, то есть если она, конечно, отработает, да, если мы отскочим и не уйдем ниже 140, да, возможно, конечно, отработает и наверх. Все зависит, ребят, от доминации, да, куда пойдет, в принципе, рынок. Кстати, биток пока уже начинает отскакивать. AXS у нас также в импеле, да, болтается, но уже с поджатием как раз таки на нижнюю границу. То есть у нас отработал вот этот падающий клин, да, который я в прошлый раз рисовал, он отработал себя, и сейчас, по сути, у нас потенциально двойная вершина, если мы пробьем ниже 110 баксов. Шиба также вымпел, ребят, если мы пробиваем выше данной зоны, да, то пойдем, конечно же, наверх. По алго у нас также не было еще выхода с уровня 1.9. Если мы также пробиваем, да, данный уровень, то ожидаю поход наверх. Но пока мы его не можем пробить, я его пока не купил. То есть, когда мы пробьем и закрепимся выше там 1.85, да, то есть не было здесь закрепа, был пробой, но он оказался ложным. Я уже рассмотрю его на покупку стоп за нижнюю, конечно же, границу, потому что если мы пойдем ниже, да, то это будет уже треугольник с плоским дном, и пойдем на уровень поддержки где-то на 1.3 бакса. EOS пробил свою поддержку, сейчас ретестит. Потенциально, конечно же, есть падающий клин, но для этого нужно уходить выше 1.6, ну, желательно 4.7. То есть, где я поставил, в принципе, алерт. Если мы уходим, пробиваем, да, то есть все шансы уйти выше. Луна. Так, Луна у нас пока выглядит слабовато, то есть нижняя зона поддержки, как я и говорил ранее, да, она теперь стала чуть выше, да, в районе 33 баксов. Так, давайте, ребята, еще раз посмотрим эфир, только уже под меньшим таймфреймом. Интересно посмотреть, будет ли у нас здесь отскок. То есть, да, если смотреть эфир, да, то я бы, наверное, смотрел на его покупку где-то вот в районе 3680, да, с коротким стопом за 3600. То есть за 3600 стоп, да, здесь покупка. Даже где-то если 3660, если дадут, да, в принципе, хорошая зона покупки. Смотрите за ней, да, если ее дадут и оттуда откупят, да, хорошая точка будет для входа для лонга. Всем спасибо, друзья, то, что смотрели до конца, да. Буду рад видеть вас в канале. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Ссылки оставлю ниже. Вот, и ждите новых обзоров. До скорых встреч!